Здравствуйте. Вы наверняка знаете, какими бредовыми бывают сны. Абстрактные образы, созданные из кусочков самой разной информации, содержащейся в мозге, могут вызывать достаточно сильные эмоции, из-за которых ты можешь еще полдня проходить под впечатлением от увиденного, когда проснешься. У каждого человека есть бессознательное, и сны могут быть одним из инструментов, благодаря которым оно пытается сообщить ему какую-то важную информацию. Однако в Юмитуки функцию бессознательного берут на себя 157 бравых хлопцев-азиатов, каждый из которых решил продемонстрировать свое видение сновидений. В отличие от оригинальной Юминики, по которой я когда-то делал ролик, здесь нет единой стилистики, покуда все авторы работают бесструктурно и выкидывают на холст, что хотят. Однако именно это позволяет сделать мир снов таким насыщенным и разнообразным, что девочке Уроцуки, которой эти сны снятся, позавидует даже самый профессиональный шизофреник. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему сновидений, рассказать о столь же красивых, сколь порою достаточно криповых снах Уроцуки, а также порассуждать, кому эта игра могла бы понравиться. Говорят, идеальных тянок не существует, но я тут случайно нашел такие стесняшек, что аж перешел в вертикальный режим. Так они меня еще и подарками завалили. Тоже мечтаешь с ними познакомиться? Тогда тебе кэмба. Ведь эти тяночки и их вкуснейшие наргосы, и сейчас к ним раздают кайфовые ништяки бесплатно. Заинтересовал? Слушай дальше, расскажу, как их забрать. Имба — это более 30 ярких и насыщенных вкусов энергетика, которые взорвут твои вкусовые рецепторы. У них есть все, от кислых и сладких до вкусов с приятной терпкостью. Если это ягоды, то спелые, будто они собраны на залитой летним солнцем опушке. Если яблоко, то зеленое и кислое, с приятной сладостью. Имба — это удобно, она всегда под рукой, тебе не придется постоянно бегать в магазин. И вишенка на торте — застенчивые милые тяночки на упаковке. Ну кайф же, я рекомендую попробовать. Вкус все включено. Это микс из ароматной груши, нежного кокоса и терпкого граната. Напомнил тот самый коктейль в кокосе. А также вкус вишня. Это легендарное сочетание спелой вишни и приятной сладости. Очень напоминает вишневую колу. Как раз к этому вкусу я урвал подарок. А сейчас держи инструкцию, как урвать свои подарки от имбы. Переходи по ссылке в описании, добавь товар со стикером «Подарок» в корзину и забери ништяки бесплатно. Но времени мало, только нескольким счастливчикам достанутся подарки. Ты все еще тут? Подарки уже заждались тебя. Залетай по ссылке в описании, забери свою сочную имбу и получи бесплатные ништяки прямо сейчас. Покуда стендалон-версию Юмитуки устанавливать чуть сложнее, чем просто распаковать архив или пару раз прожать иконку с установкой, я решил упростить себе задачу, и вместо этого пойти на Uno Project. Это сайт, на котором можно поиграть в оригинальную Юминики и ее фангеймы. Причем тут даже есть мультиплеер и карты миров, но я настоятельно не советую пользоваться всем этим добром при игре в первый раз. Вы, конечно, вольны играть как хотите, но, на мой взгляд, основная прелесть игры заключается в одиночестве, потерянности в пространстве и нецеленаправленности твоего путешествия. Во всем этом ты растворяешься и начинаешь наслаждаться визуальными образами и музыкой, как будто бы ты зашел в какой-то странный музей. Тем не менее, и про мультиплеерный опыт я тоже расскажу. Геймплей Юмитуки достаточно простой. У нас есть комната Уроцуки, в которой самыми необходимыми предметами является кровать и компьютер. В компьютере мы сейвим прогресс и собираем коллектаблсы, ну а через кровать мы попадаем в так называемый Nexus и путешествуем по миру снов. Здесь дизайн Nexus представлен чуть более замысловато. Вместо дверей здесь есть различные предметы и иконки, взаимодействуя с которыми мы попадаем в самые разные миры. И как в оригинальной Юминики, одними этими иконками все не ограничивается. Гуляя по мирам и взаимодействуя с объектами, мы можем попасть в замаскированные и еще более глубокие миры. Нет, до этого мы дойдем чуть попозже. А пока я расскажу вам про один из своих забегов в качестве примера. Решил я, значит, повзаимодействовать с картиной, на которой нарисовано сердечко, так как в жизни моей доброты и тепла не хватает, и я затворничаю дома, играя во всякое андерграундное говно. Однако, вместо теплого и доброго, я получил давящий на уши эмбиент, мрачный бэкграунд с темно-бежевыми узорами и какие-то картины.
Из позитивного, помимо этого, я нашел свой первый эффект – мотоцикл. Он позволяет передвигаться в этих мирах быстрее, хотя лично мне спешка в этой игре не нравится, и я предпочитаю ходить на своих двоих. Тем не менее, иногда я его использовать буду. Катаясь на своем новом байке, я замечаю среди всего этого мрака желтое дерево с лазурными листьями. Взаимодействие с ним перевело меня в мир похожих деревьев, в котором мне предстояло побродить. Тут были какие-то розовые пластины, и сначала я подумал, что они укажут мне путь куда-то поглубже. Однако вместо этого они привели меня в лужу с мочой, в которую я мог смачно прыгнуть, издав характерный звук. А еще тут есть скамейка, на которой можно посидеть и повтыкать. Короче, я решил пойти своим путем и попытаться найти выход самостоятельно. Забравшись в глубину леса, через какое-то время я нашел другую растительность в виде алых роз. Она привела меня к необычному для этого мира дереву, которое опутывали томатные стебли. Повзаимодействовав с деревом, я попал в мир томатов, в котором еще присутствовали иголки и нитки. Возможно, в этом есть какой-то символизм, а возможно, это просто два случайных предмета столкнулись в одном сне. В этом мире я пробыл недолго, так как сразу же нашел еще один необычный объект – синюю катушку, которую окутывала пальма. И вот в этом мире я застрял надолго. Пускай музыка здесь и была достаточно спокойная и приятная, шаги по поверхности проходили сквозь барабанные перепонки и чесали мой мозг. А учитывая то, что здесь достаточно много развилок, часть из которых никуда не ведет, я все же решил немного ускориться. Взяв мотоцикл и сориентировавшись в пространстве, я поехал смотреть ту часть, которую пропустил в начале путешествия. И в ней я нашел дверь с замком. Благо, ключ мне оказался не нужен. Теперь я оказался в королевстве оранжевых деревьев, что растут на синей траве и обстроены фиолетовыми замками. Должен сказать, у того, в чьей голове все это родилось, есть хорошее понимание сочетания цветов. Замочные скважины, что были внутри стен замков, служили для перемещения по этой локации. А внутри можно было увидеть различных монстров, что спокойно занимались своими делами, и выбитые в полу дыры, которые нам и нужны. И вот, найдя очередную тропинку и пройдя по ней, я увидел кирпичный блок, замок в котором, в отличие от всех остальных, светился. Разумеется, мне стало интересно попробовать с ним повзаимодействовать. К этому моменту мое путешествие длилось уже в районе часа. Для вас прошло не так много времени, но именно время играет здесь ключевую роль. Ведь чем больше ты отдаешь его этому миру, играя ночью и в тишине, тем больше ты погружаешься в эти абстракции. И когда я дошел до этой монохромной, казалось бы, мрачной локации, я испытал в какой-то степени достаточно уютное ощущение. В ролике про экстремальную музыку, который я делал когда-то давно, я рассказывал про всем известного Северслата и его трек под названием Ultra Despair. Мне очень понравился его визуал, так как в совокупности с музыкой он вызывал у меня достаточно интересное ощущение, описать которое я вряд ли смогу. И этот мир напомнил мне что-то этакое, привнося при этом свои элементы в картину. В конце этого мира в гигантской коробке с замочной скважиной можно получить новый стиль меню. Выглядит он вот так, и причем его спрайт будет отражаться и в самом Uno Project. На этом мой первый забег в Юмитуке закончился. И вот теперь представьте, что таких забегов у вас наберется штук так 100, потому что в сравнении с Юминики игра невероятно огромная. Вот так, например, выглядит карта оригинальной игры со всеми глубинными мирами, то бишь всеми локациями, что существуют в проекте Кикиямы. Выглядит немного сложновато, но под пивас разобраться можно. А вот так выглядит карта Юмитуки. Когда я увидел этот нотграф, я просто охуел.
Я знал, что игра больше оригинала, но я в жизни не мог представить, чтобы настолько. И дело ведь в том, что с точки зрения геймплея одними прогулками все не ограничивается. В отличие от оригинала, некоторые авторы миров Юмитуки добавляют всякие вкусности. Кто-то добавляет пазлы, кто-то добавляет в миры свой сюжет, кто-то даже добавил сюда босса, с которым можно подраться. Короче, игра стала намного комплекснее. И теперь торговые автоматы, а вместе с ними игровая валюта, стали более практичными. Те же деньги будут нужны для того, чтобы прокачать ХП у Роцуки, дабы посражаться с боссом. И это лишь одно из многих применений. Я как-то раз все же решил протестить онлайн-функцию игры и побродить по этим мирам с подписчиками. По итогу, на середине пути нас ожидала секция с платформингом, причем под эту секцию были нарисованы свои спрайты у Роцуки, включавшие в себя все эффекты и всю кастомную одежду. Более того, автор учел наличие уникальных способностей у эффектов и адаптировал под них платформинг. Вы просто вдумайтесь. Человек адаптировал свою карту, свою игру под эффект, который делал другой человек. Более того, он нарисовал все скины, которые есть в этой игре, нарисовал все эффекты под свой минималистичный стиль. Вы вообще представляете, какие ебанутые люди эту игру делают? Это же игра, она буквально, ну типа, в ней контента, не знаю, на 1000 часов. Это просто охуеть можно. Отдельно хочу выделить автора KixY, прошу прощения, если неправильно прочитал ник, который создал в игре локацию под названием Виртуальный город. Начать стоит с того, что там есть Хацун Мику. Ну, блять, естественно, игру ж японцы делали. А закончим мы тем, насколько круто и качественно эта локация сделана. В ней уродски будут окружать вайбовые курящие мейдочки. Можно будет посетить красиво сделанный изометрический бар, а еще тут есть комната с караоке и полноценная мини-игра, в которую можно поиграть. Но город этот расположен в таких аналах Нексуса, что просто так до него добраться можно разве что по счастливой случайности. Кстати, нецеленаправленность путешествий в Юмитуки — это основная причина, почему лично для меня эта игра работает, а Е на Dream BBQ нет. При том, что Ена с точки зрения артстайла сделана достаточно классно, я считаю, ее проблема в том, что в ней есть плюс-минус конкретный сюжет, конкретные персонажи, арт-дирекшн и путь с точки А в точку Б. На стримах люди, что советовали мне поиграть в Йену, говорили, что эта игра позиционируется как сборник всякой вебкорной всячины из интернета, начиная с нулевых. Но для меня проблема заключается в том, что если уж вы вводите конкретный сюжет, сайд-квесты и прописываете своих персонажей, давая им такой гипертрофированный характер, и в совокупности этими действиями превращая ваш проект в полноценную игру, то становитесь заложником сюжетных структур, которые превращают этот музей в театр абсурда. И какой бы абстрактной и претендующей на свободу интерпретации ваша игра ни была, отныне вам придется придерживаться каких-то тропов, чтобы этот абсурд не выглядел как хуй пойми что. У меня бы не было никаких вопросов к игре, в которой есть экспрессивный черно-белый азиат, говорящая по-русски копилка с руками в виде бабла, вайфу в смокинге и огромный толкан, если бы все эти персонажи никуда ни к чему меня не вели, а взаимодействие Йены с ними было бы нацелено на процесс. Но именно наличие конечной цели, тем паче в виде сортира, вокруг которого все бегают как угорелые, заставляет меня думать, что безумие в Йене какое-то детское и существует ради выебонов. В Юмитуки справедливости ради концовки тоже есть. Однако, если играть в нее без вики, вы, скорее всего, на них не выйдете. Да и в силу того, что в игре нет катсцен и четко прописанных персонажей, концовки здесь скорее номинальные, в качестве небольшой награды за то, что вы сидели в этой игре, вместо того, чтобы пойти потрогать траву. Но, возможно, что такая игра понравится не всем. Когда я в Дискорде показывал Юмитуки господину Тимофею, тот сказал, что не смог бы играть в это, потому что ему важно понимать свои действия и видеть, как они приводят его к результату. В таком случае, как и в любой песочнице, где какой-то внятной конечной цели нет, можно придумать ее самому. И это не менее весело. На стриме мы с подписчиками устроили экспедицию. Я задавал какой-то пункт назначения в виде одного из глубинных миров, и мы всей компанией пытались до этого пункта назначения дойти. Если мы брали очень глубокие миры, то практически всегда сталкивались с какой-то преградой. То эффекта, подходящего для перехода в другой мир, не найдется, то не выполнены какие-то условия или не прокнула вероятность,
сложность, то путь вообще окажется тупиковым, и приходилось начинать свой маршрут с самого начала. Однако, когда мы взяли задачу чуть попроще и решили дойти до цветастого Vaporwave мола с крутецкой музыкой, то получили соразмерное количество сложностей и фана, что привело к ощущению какой-то победы в игре, где победы-то по сути и нет. Я уже упоминал ранее, что в Юмитуки есть так называемые эффекты. Это предметы, которые мы можем использовать на главной героине. Некоторые из них несут чисто косметический эффект, некоторые дают уникальное взаимодействие с NPC, а некоторые юзаются много где и очень даже практичны. Игравшие в Юминики помнят, что у Мадоцуки был нож, которым можно было устраивать геноцид абстрактных картинок. А вот Уроцки решила пойти дальше, и вместо ножа выформила себе целую бензопилу. И здесь тоже можно рубить всех направо и налево. Но в отличие от Юминики, где подавляющее большинство NPC не могли тебе ничего сделать, здесь некоторым твои бензопильные понты могут не понравиться, и вместо милых сновидений можно залутать кошмар. В игре даже есть связанный с убийствами ивент. Если вы убьете 50 NPC, то при следующих попытках проснуться с некоторой вероятностью словите шанс сонного паралича, или чего-то в этом духе. Поэтому давайте уберем свою балду обратно в штаны и будем вести себя как цивилизованные люди. Говоря о кошмарах, самым знаменитым из них, как мне кажется, здесь является Залга. Это один из моих любимых моментов в игре, потому что логика получения этого кошмара является абсолютно абсурдной и отбитой на голову. Я здесь немного схалтурю и вставлю отрывок из одного из своих видосов. Такие вещи всегда пугают и одновременно завораживают, потому что у тебя нет никакого понимания того, как это интерпретировать. С точки зрения снов, это какая-то абсурдная картина, которая хоть и имеет конкретные очертания, но ее смысл совершенно непонятен. А с точки зрения игры, это литерали хоррор без подачи информации, завязанный на элементах маппинга. То бишь, логики вроде бы и нет, но раз кто-то это спроектировал, значит она все же есть, просто ты не в состоянии ее понять. Однако я считаю, что Кикияма умел более тонко работать с визуальными образами в Юминике. Поскольку он делал свою игру один и как следствие имел полный контроль над визуальными образами, он мог показать кошмары более завуалированно, передавая странное ощущение от их абстрактности. Все же сны — это такая штука, в которых эмоция может быть не всегда привязана к предмету, который эту эмоцию вызывает. Например, вам может присниться какой-нибудь символ. Ну, допустим, огромный сортир. А вы с этого сортира можете заплакать или испугаться его, причем сами не сможете объяснить почему. Кошмары в Юмитуки лично для меня ощущаются не как сон, хотя, конечно же, мне может присниться и такое, а как более конкретная попытка уйти в хоррор, что урезает концепцию сновидений и делает ее в некоторых мирах более однобокой. Но в целом Юмитуки в какой-то степени уникальная игра. Ведь с одной стороны, она все еще зациклена на теме снов, а с другой, она является плацдармом для реализации самых смелых и конченных идей азиатских двачеров,
каждый из которых как минимум хочет привнести свое собственное видение, а как максимум просто поразвлекаться. Я уже как-то рассказывал о том, что ее визуальный стиль, который меняется от мира к миру, может рассматриваться как побочный эффект от работы множества людей без единого гайдлайна, а может рассматриваться как единая система, которую конечный зритель видит как полноценную игру. Если смотреть на Юмитуки с последней точки зрения, то даже самые явные и пошлые хорроры можно интерпретировать со стороны снов как символы, которые мозгу удалось сложить в четкую картину, а со стороны игры как разновидность контента, который ты нашел в результате своих вылазок. В принципе, за такие умные мысли можно и на Бусти подписаться. Всего в игре где-то в районе 1300 треков. В большинстве случаев музыка здесь представлена в виде зацикленных 10-12 секундных мелодий, однако в сравнении с Юминики они как будто бы стали сложнее по композиции. Учитывая то, что некоторые авторы, насколько мне известно, писали саундтреки для своих миров самостоятельно, а также учитывая то, что у них перед глазами был пример в виде детища Кикиямы, они смогли улучшить изначальную концепцию и более тонко передавать вайбы своих миров. Мне, например, очень понравился саундтрек из Лимонадного бассейна. Отдает вайбами какого-то заброшенного мола, но не в плане бэкрумсов и лиминальных пространств, а в плане наивной детской мечты побродить по месту, где сладости доступны в неограниченном количестве, взрослые сходили нахуй и можно делать что хочешь. Или, например, музыка из мира осенней пастели. Звучит настолько же мягко, красиво и эстетично, как и название самого мира. А для ушей трушных греческих колокагатов, фанатов барбербитс эстетики и видоса под названием «Мысленно подумать» уготовлена целая Посейдон Плаза, в центре которой стоит статуя голого бородатого барбера. Некоторые треки напоминают мне о каких-то красивых сказках. Вот, например, «Лабиринты шестеренок», музыка которого почему-то вызывает у меня ассоциации с Щелкунчиком. Ладно, пух. В заключение я скажу, что Юмитуки, как и оригинальные Юминики, обладает сильным успокаивающим эффектом. Если отдаться игре и на время забыть об окружающем мире, то сочетание музыки, абсурдного визуала и миров с самым разным содержанием и настроением, на которое ты натыкаешься случайно, может создать эффект завораживающего путешествия, результат которого ты не можешь предугадать. И самое главное, оно и не нуждается в предугадывании. Юмитуки — это не про результат, это про процесс. И так уж получилось, что многие сложные вещи в нашей жизни работают более эффективно, если сфокусироваться именно на процесс. Покуда зачастую точность результата мы либо не контролируем, либо получаем не те ощущения, что ожидали, когда этого результата достигаем. Поэтому сиди себе, лутай эффекты, смотри картинки и кайфуй. Как будто бы этого так не хватает в современном мире, переполненном информацией и дебильными нарративами. Так что, если вы испытываете тревогу, депрессию, или просто находитесь в меланхоличном настроении, то я советую попробовать вам без всяких задних мыслей занырнуть в Юмитуки и немножечко успокоить свои нервы. Я лично познакомился с оригинальной игрой, когда просто хотел снять какую-то обскурную хуйню, закинуть в ролик рекламу и залутать с этого гешефт. А по итогу, что Юминики, что Юмитуки стали одними из моих самых любимых игр, которые я вспоминаю с огромной теплотой в душе. Если вам понравился этот ролик, не забывайте подписаться на канал и телегу, поддержите начинающего шизофреника монетой на Бусти, ну и конечно же заходите на стримы, мы там с чатом за жизнь болтаем. Ламплит комплекс.